Привет всем хорошим людям, добро пожаловать на канал Custom Truck. Предыдущая серия с Зелотахом закончилась тем, что мы приварили мотор на раму. И сейчас я переоденусь и вам покажу, как и что мы там сделали. Огромная благодарность всем за поддержку. Спасибо, что вы с нами, спасибо, что ставите лайки, подписывайтесь, а также поддерживайте нас на Boosty и других ресурсах. Не забывайте, что ссылки на все остальные наши ресурсы будут в описании под этим видео, в том числе на Boosty. Если вы подпишетесь на Boosty, то вы будете в курсе постоянной нашей движухи, что у нас происходит в гараже. Каждые 2-3 дня я выкладываю туда видеоролики о том, что у нас происходит. Так что сегодня вы присаживайтесь поудобнее, приятнейшего просмотра, ну а мы начинаем. Пока Юра подваривает ту часть таха, которая сгнившая немножко была, это водительский пол, я вам покажу, что мы вчера здесь сделали. Полностью изготовили кронштейны под крепление двигателя, 3 кронштейна, 2 здесь. Сверху, снизу, по бокам все усилено, все надежно. Здесь траверсу тоже сделали съемную. Приварили 2 кронштейна вот такого плана, вот они, П-образных. И на них одели траверсу от какой-то машины. Я не знаю, может быть МАЗа или еще чего-то. Но это какой-то грузовик у нас лежало. Ну и, собственно, у нас все готово. Кардан единственное, вот здесь чуть-чуть я сомневаюсь. Можно было немножко ниже сделать, но уже как есть, так есть. Что дальше нам предстоит? Я думаю, нужно, конечно же, обязательно будет это здесь отмыть. Все дело. И мы, по сути, готовы к дальнейшим действиям. Сейчас, наверное, займемся кабиной и параллельно что-то будем здесь мутить. Вот такая высота у нас получилась. До поддона там достаточно много, порядка 12 сантиметров. Я думаю, все будет отлично. Ну и думаю, конечно, надо, да, обязательно помыть моторчик аккуратненько. И еще у нас какой-то здесь нюанс. Почему-то нету болта на коллекторе раз. Нету болта на коллекторе 2. Скорее всего, там заломыши. Вот это меня немножко смущает. Вот. Ну, посмотрим. Может быть, попытаемся высверлить. Но вообще это очень опасное мероприятие. Поэтому их здесь и нету. Ну что ж, небольшой промежуточный этап. Вварили мы сюда лонжероны 2. Здесь все теперь красиво, зачистили. Здесь отверстия тоже заварили по периметру. Все, естественно, будем обрабатывать потом кузовным герметиком. Сейчас наша задача заварить вот эту часть, вот эту и вот эту. И это будет маленький промежуточный этап уже для подготовки кабины. Так что не теряем время, варим. Поздно. Полетели. Перебор. Попали? Ну это профессионально. Ну все. Просто мы боремся с друг с другом. Я думал найти эту точку. Ну понятно. Но не успели. Потому что я перехватывал все хотел. Смотри, какая жидкость плывет из кондиционера. Ничего себе. Так это что это? Краска. Да, это краска. Краска? Ну или масло с краской, да? Так, ну не суть. В общем, попали, нам повезло. И плитка треснула.
Как здесь наш Зилотах? Ёпта, вся проводка упала. Обвисла, видишь, и упала. Ну, ладно, сейчас мы здесь наведем порядочек и продолжим работы. Тот самый момент, когда уже все переварил, все сварил и обрабатывается грунтом детали, это уже радует глаз. А когда смотришь на объем работ, который тебе нужно проделать там в плане сварки, то глазу очень тяжело, он прям в шоке. А вот когда уже грунтуешь, то уже глазу приятно. Вот такие дела. В общем, друзья, мы на таком этапе, относительно финишном, почти. На заднем фоне там муркочет Volvo. Юра отправляется рейс, ему пожелаем счастливой дороги, чтобы все было хорошо. Но у нас вот такой этап. Все заварено, все вот прошелся грунтиком и еще обязательно пройдусь шовным герметиком. Вот. И у нас по кабине останется одна большая проблема, точнее две. Это расширение кабины, туда чуть-чуть нам нужно расшириться. Еще у нас одна проблема с дворниками. Вот здесь они у нас вышли, но это дворники таховские, они не совсем подходят сюда, но очень бы хотелось, конечно, их оставить. Вот. Может быть, у кого-то есть мысли, как их замутить. У меня, если честно, нету. Тут у нас места нету. Здесь тоже осталось, у нас отверстия остались заводские. Тоже непонятно, что и как. Одним словом, такая проблема, с которой я пока что не знаю, что делать. Но, возможно, с вашей помощью мы что-нибудь придумаем. Может, какие-то есть дворники там. Не знаю, но здесь тоже у нас возможностей особо нету. Видите, здесь идут у нас тоже двойная стенка такая непонятная. Ну, в общем, что-то тоже с дворниками нужно придумывать. Вот такие дела. Так, грунтую дальше, нужно закончить все догрунтовать. Юра выезжает в рейс. Ну а я сейчас помою мотор, коробку, раму эту часть тоже отмою, потому что выглядит все не очень так. Все, пожелаем ему счастливого пути, чтобы все было хорошо. Все, пока! Ну вот двигатель наш отмыт, красавец стоит, еще мокренький, пусть сохнет, как раз он за ночь весь высохнет. Завтра его еще продуем, там посмотрим, убедимся, чтобы нигде не стояла вода и не окислялась. А еще многие наши зрители под предыдущей серией подумали, что я их иду обнимать. Для меня это несложно и с удовольствием вас всех обнимаю. Нашу кабину на Зилотахе, наша задача ее расширить. Это сложно будет, но я надеюсь, что мы справимся. Но пилить мы будем нашу кабину от Зилотаха. Почему? Потому что нам нужно ее расширить, не влазит спинка сиденья. Мы можем, в принципе, поставить сиденье, но будет некомфортно. Будешь вот так ехать, как Бэтмен на Зиле. Поэтому было принято решение раздвинуть кабину. Мы же строим самый комфортный Зил, поэтому раздвинем кабину. 1,5 часа я ходил кругами, не знал, как сделать. Либо выдвинуть заднюю часть, либо чуть-чуть чисто под спинки вырезать. Но принято решение роковое, то есть будем полностью относить заднюю стенку и все это уваривать. Огромнейший объем работы предстоит, но зато у нас будет ЗИЛ сохранить свою внешку. Основная наша задача всего этого проекта — это снаружи обычный ЗИЛ-131, а внутри это будет необычная абсолютно машина. Поэтому отрезаем вот так стенку, относим ее, завариваем.
Не знаю, чем это закончится, потому что здесь плоскости, вы сами знаете, советские, они такие все кругленькие, выпуклые, и очень-очень сложно все это дело строить. Но хватит болтовни. Я обозначил для вас, чтобы вы понимали, что будет происходить в ближайшее время, но я начинаю наносить разметку и пилить. Ну вот, задышал наш зелок, и вы знаете, что я нашел внутри? Никогда не угадаете. Это ключ от болгарки, блин, который мы искали. Хрен знает сколько, мы с Юрой перерыли все. А он просто упал в кабину зела. Там еще что-то лежит. Ха-ха, фильтр. Это фильтр топливный. Так, по сути-то почти все отсоединено. Остались мне только усилители вот отпилить. Там, тут. И задняя часть уже готова к тому, чтобы ее демонтировать. Короче, ситуация все сложнее и сложнее. Как я это буду все собирать, я пока что не знаю. Но тут главное не падать духом. Но я уже вижу, как сделаю. Вварю сюда профиль, и на него обопрется наша стенка. Одновременно это будет и усилитель, и будет держать ее здесь. А сверху тоже сделаю такую же конструкцию. Примерно что-то такое вот вырисовывается. Единственное, мне нужно, конечно, поспешил я. Я не вымерил вот эту плоскость правее и левее. Вот, чуть-чуть смещена. Но это мы подправим. Тут страшного ничего нету. Сейчас верхние приварим, а нижние отрежем. И она свернется. Вот эти мешают усилители мне заводские. Поэтому чуть-чуть не получилось, как надо сделать. Но, тем не менее, сейчас буду заниматься, потихоньку выставлюсь. Вот такая стадия. Обработал все швы. 2 профиля там, 2 профиля внизу с усилением. Вот добавил усиление, чтобы уже не переживать нам. Но, естественно, здесь жесткости хватит. Когда всю эту конструкцию сварить воедино, то жесткость будет предостаточная. Но я вам честно скажу, я рад, что я именно выбрал такой вариант. Да, я помучаюсь здесь со сваркой, с подгонкой. Намучаюсь, потому что все плоскости, вот, как телепузики. Вот. Но зато у нас будет ЗИЛ, который, ну, не будет бросаться в глаза, как будто он что-то в нем там переделано. А это для меня очень важно. Ну и вот такая ситуация. Но я думаю, теперь места будет предостаточно. Даже если замерить расстояние от руля до задней стенки, это уже тут порядка метра. Я думаю, будет нормально. Следующий этап, это мне нужно сейчас заказать металл.
закажем, наверное, единичку. 0,8 будет тонковато, а вот единичка то, что надо, наверное. Пока еще не знаю, сейчас подумаю, как тут правильно сделать. И тогда уже, когда привезут металл, мы продолжим здесь зашивать. Прошло полдня, вот на такой мы стадии. Что у нас сделано? Зачищена вот и заварена одна часть. Это я, скажем так, экспериментировал. Если честно, камеру не включал, немного что-то расстроился. Ну что, как это все сделать? Начал подгонять, ничего не подходит, потому что здесь шире, здесь уже. Начинаешь возиться с этим, и это, конечно, никому не позавидуешь. Но полдня ушло на то, чтобы вот, грубо говоря, заварить вот эту часть. Ну и там вот внизу тоже начал варить, уже латку делать. Тоже все пока вымеряешь, пока все вычертишь, вырежешь. Это ужас. Но самое страшное будет вот здесь. Потому что нужно будет создавать как-то эти ребра жесткости. Вот, не знаю, как это все здесь будет выглядеть, если честно. Я в шоке. Сколько времени займет эта кабина, я пока что не знаю, но это очень большой труд. Поэтому, если вы вдруг задумаетесь о такой переделке, не советую, не советую. Это очень сложно, честно. Ну, если делать хорошо. Если сварить вот так абы как, то, конечно, будет это быстро. Но я так не могу. Я хочу сделать, чтобы было все красиво. Так что увидимся завтра в продолжении нашей сварки. Доброе утро. Сегодня с утра пришел с хорошим настроением. По-быстрому заварил ту сторону. По качеству получилось чуть хуже, чем вчера, но тем не менее заварил, и ладно. Сейчас приступаю к этой стороне. Вырезаю латки, подгоняю. Одним словом, муторная работа. Но ничего не поделаешь, но ЗИЛ будет выглядеть красиво. И это самая главная цель нашей всей работы. Примеряю одну сторону. Ну, более-менее у нас здесь уже. Сейчас ее прихватим. Потом будем делать вторую сторону. Как-то так. Ну вот, в таком ключе все происходит. Потихоньку, медленно, по чуть-чуть провариваю, чтобы не так кривило металл. Очень сильно кривит металл, и потом уже сложнее все это делать. Внутри тоже все обварено, ну, как, вот эта часть. Это еще нужно проваривать все. Ну, сейчас возьму, зачищу вот здесь, чтобы потом болгарка отдохнула. Проварю эту часть, зачищу низ. Ну, в общем, здесь своя особая система. Работаем. Очередной день, друзья мои. Я не знаю, какой уже по счету, но, признаюсь вам честно, я очень устал. Не особо сильно получается все это делать. Я имею в виду кабину. Не совсем я доволен своей работой. Сейчас я, конечно же, вам все покажу, но не очень у меня получается сварить два металла. Почему так происходит, я не знаю. Начинаешь, даже я пробовал по чуть-чуть варить. Все равно вот так гнет, крутит. Ну, может, у вас есть опыт, подскажите в комментариях. Я пытался и воздухом.
уже, ну, охлаждать тот шов, который ты варишь, все равно не получается. Все равно потом остывает все винтом. Вроде варишь, так стараешься аккуратненько, остыло винтом. Ну, я уже подшпатлевывал тоже, сейчас покажу вам. Вот эта сторона уже подшпатлевана, внизу пришлось наваливать достаточно много шпатлей. Здесь тоже, ну вот эту часть заварил, правда, латка у нас вот такой сложной формы, с изгибами, в общем, зигзагообразная. Тоже наварил сюда кусочек металла, вот такую пластину, ну и пришлось вышпатлевывать, потому что вот эта часть, она выше. И вот приходится выравнивать. Почему эта часть выше? Потому что мною была допущена ошибка небольшая, и как вот может, ну, на камеру вы не заметите, то есть распил нужно было еще дальше делать, потому что здесь уже идет загиб вот этой крыши. И пытался я ее выстукивать здесь, выгибать, нифига не получается. И поэтому, когда я здесь навариваю металл, то у меня такая, ну, не плоскость получается. Но где-то шпатлевочкой подтянем, подвыровняем, и, ну, надеюсь, будет хорошо. Но качеством своих сварочных работ я не очень доволен, вот, ну, честно. То есть мучился, и все равно вот не совсем получается почему-то. Сейчас вырезаю вот эту латку и решил, буду ставить люк. Нашел на куфоре люк, сейчас нам, надеюсь, Европочтой вышлет, и я тогда его врежу. Во-первых, мне не придется здесь подгонять вот эту все вот эти планки, а во-вторых, у нас будет более комфортно находиться в салоне. Пусть будет люк, ведь это у нас самый комфортный в мире ЗИЛ-131. Ну, также многие из вас пишут, что Дима, нужно было брать дубль-кабину, потому что дубль-кабина удобна, но моя задача была сделать ЗИЛ-131, чтобы он внутри был зверь, а снаружи это была самая простая, обычная машина ЗИЛ-131. Если я начну лепить сюда дубль-кабины какие-то, это все будет самодельщина, которая, ну, скажем так, по документам будет не пойми что. Пожарная машина тяжеловата для нашего мотора. И в целом, ну, я хочу, чтобы легкая была эта машина. Вот такие планы. Поэтому нам не подходит дубль-кабина. Я не хочу лепить дубль-кабин. Я просто хочу обычный ЗИЛ-131, чтобы он выглядел как ЗИЛ, а внутри это был непонятный зверюга. Вот такие у нас планы. Мы очень медленно идем к этим задачам, но обратной дороги нету. Пытаюсь. Тут чуть-чуть уже осталось помучиться, поэтому добиваю до конца сегодня, надеюсь. И уже будем ждать люк, потом врежем люк, и мы сможем уже примерять нашу кабину. Заднюю часть я тоже заварил. Здесь потом пройдем кузовным герметиком эту всю конструкцию. И вот в этой части нам пришлось поднимать кабину под наш ком, потому что здесь у нас торчит ком на раме, и, соответственно, нужен вот этот вырез, который, кстати, в кабине как-то предусмотрен. Скорее всего, как раз-таки для пожарных машин он предусмотрен. Вот такие дела, такая обстановка у нас в гараже. Вам сильно много не снимаю, потому что это нудный труд, однообразный. Пилишь, сверлишь, вырезаешь, вырезаешь, пилишь, сверлишь, нервничаешь, ругаешься матом, сверлишь, пилишь, вырезаешь. Все ведет, шпатлюешь, зачищаешь. Ну, заварил я здесь вставку, даже уже начал шпатлевать, проходить везде. Но работа ужасная, работа безумнейшая, ужасная. Здесь крышу тоже подровнял, потому что у нас, ну, здесь переход не очень красивый. И вот тут тоже есть нюанс. То есть тоже выгиб такой есть. Ну, буду подшпаклевывать немножко, чтобы с большего наша кабина выглядела ровной. Именно столько я успел сделать за сегодняшний день, к сожалению. Это все, что я успел, но тем не менее, потихоньку, помаленьку сделаем. Размешивать шпатлевку — это отдельное искусство, которое требует тоже навыка. Не так просто его вот взять и размешать. Но всем советую, учитесь на 2 шпателях вот так вот размешивать. Самая нормальная тема.
После того, как поработали со шпатлевкой, берете растворитель 646 и сразу мойте шпателя. По-другому никак. Внутри я швы обработал силиконом, ну а снаружи здесь с улицы, можно так сказать, буду обрабатывать кузовным герметиком наволовским. Огромное спасибо нашим зрителям, подписчикам за герметик и за силикон. Что есть, тем и мажем, как говорится. Будет красиво. Нам главное, чтобы это было функционально. Здесь швы эти не видны. Но нам нужно, чтобы это все не заливалось водой и чтобы не ржавело. Прошел все швы герметиком. Да, не очень аккуратно, но герметистом я работал недолго, поэтому вот так все это выглядит. Здесь заклею все виброизоляцией тоже потом. Вот, чтобы уже нам здесь все было четко. А сейчас прошелся, прошпатлевал. Сейчас хочу положить на вот эту часть, на заднюю часть кабину и обработать днище, чтобы там у нас тоже, где мы вваривали лонжероны, те места тоже обработать. Там снизу все достаточно прочно, но тем не менее нужно обязательно все там тоже промазать, пока у нас не засох еще герметик. Обработал эти ржавые части, но здесь очень сильная ржавчина, здесь кроме вюрта ничего другое не поможет.
И что я был удивлен, что вот так обработана внутренняя часть кабины. Это, я думал, грязи куски, но это не грязь, это вот такое какое-то покрытие. Вот, поэтому сейчас, наверное, я все-таки помою эту часть Таха, потому что она, видите, такая вся грязная. Прежде чем хочу здесь покрыть гравитексом все это, чтобы уже сюда не возвращаться. Поэтому сейчас помоем, она быстренько высохнет, и я думаю, все будет четко. Также заодно помою патролика нашего. Трудится, выручает, тьфу-тьфу, не ломается, самое главное. Вроде бы все пока что хорошо. Немножко его там подкрасили, отдавал я на покраску, подкрасили жабру на капоте, задние двери покрасили и покрасили рамку лобового стекла, потому что там были жуки. Вот такая работа была проведена по патролу, но он еще требует небольших технических доработок, то есть у нас там плывет где-то солярка, либо масло, не знаю. Не катастрофично, но так плывет. Ну и задняя часть. Вот сейчас помою его, будет красавец. Совсем другое дело. Теперь ждем часик, все высохнет, продуем воздухом и обработаем. Будет красота. И вот где еще есть номер кузова. Пока сохнет днище, я решил заняться еще одной насущной проблемой, которую надо как-то решить перед тем, как устанавливать кабину. Это кардан. Все бы было ничего, признаюсь вам честно, тут совпадение безумнейшее. Внешний диаметр этого кардана, он идеально подходит сюда. Просто идеально, ну вот по замерам. Но у нас есть проблема с длиной кардана, и это очень большая проблема. Почему? Потому что у нас есть ограничение длины кардана всего лишь 25 сантиметров. Вот. И это накладывает свой такой печальный отпечаток на всю нашу историю. И задача этим очень сильно усложняется. Вот, то есть наш кардан должен быть соединен примерно вот так. Вот. Да, вот так вот. Вот такая длина должна быть. И как это реализовать, я пока не знаю, если честно. Мысль есть проточить вот эту часть кардана, прям проточить до внутреннего диаметра этого. Теоретически это возможно. Практически я не знаю как, но... Теоретически это возможно. Сейчас вот попробую прикинуть. Наверное, отпилю сначала эту часть кардана. Посмотрю, сколько я смогу ее туда засунуть. Может быть, придется нам тут шлифануть. Но одним словом, пока что я не знаю, как решить это. Сейчас буду пробовать. Ну, вот такая толщина кардана таховского. Вот я знаю, что Мерседесы сюда запенивают вот эту часть кардана внутреннюю. И благодаря этому, я так понимаю, нету вот этого звона во время трогания. Ну вот посмотрите, как сюда идеально входит эта часть. Ну это ж просто обалдеть. Как жаль, что у нас нету длины. Как жаль. Ну, представьте. Да, чувствую, будут проблемы здесь с установкой этого кардана, блин. Какое принято решение? Протачиваю здесь кардан, вот в этот диаметр, и буду сюда одевать. И обваривать вот здесь. Другого варианта нету, к сожалению, только лишь такой. Варианта у нас нету, делаем как можем. Разбираем кардан, чтобы его проточить. Вакуум внутри такой, что не вынуть. Ну, представляете?
Вот так. Советская еще смазка, блин, синенькая. Пыльники мешают. Так. Все, вот эта чашка нам нужна. Нам нужно вот здесь зацентрироваться. Сейчас зажимаем станок, центрируемся тут. И потом это нам позволит ровно выставиться. Первая маленькая задача выполнена. Выставил наш кардан. То есть здесь идеально все проходит. Переворачиваю. И здесь то же самое. Чуть-чуть есть здесь зазорчик, но я прям больше уже не могу. Все, центр у нас есть. Но прежде чем начну ответственнейшую работу, нужно, конечно же, снять перчатки. Сейчас снимаем перчаточки и пробуем вот этот размер проточить в нужный нам. Сейчас сначала замерю все, потом будем пробовать. Ну, уже результат. Я хотя бы доволен тем, что мы на правильном пути, у нас получается. Вот, необходимый сантиметр мы уже здесь прошли. У нас будет примерно сантим, да, там заползать кардан. Да, у нас даже есть больше, у нас есть сантиметр и 7 миллиметров. Ну что ж, самая ответственная часть, да? Все четко. Опа. Ну, прям вообще огонь. Примерную хотя бы его длину. Ну, 25. Ребятки. Отлично. Отлично, отлично. Все, друзья, выставился. Смотрите, миллиметрик. Ну как, почти касание. И здесь то же самое. Чуть-чуть есть разница, прям, ну прям, наверное, совсем чуть-чуть. Нельзя так делать. Все отлично. Ну что ж, я думаю, можно прихватывать. Эту плоскость тоже выставил. Вот здесь вот мерил с этой стороны. Ну и плюс у нас в конусе все стоит еще вдобавок ко всему. Поэтому, ну скажем так, должно быть все четко. Ты сколько не вращаю, все отлично. Завтра его еще подправим. Пусть остывает. Вот, поставлю резец. Будет вообще красота. Солнце слепит капец. Ну и сейчас уже здесь все высохло. Бахнем гравитексом, чтобы было все красиво. Мне страшно. Дима, почему мне страшно? Страшно обычно не просто так. Где огнетушитель? У нас все огнетушители на выходе, если что, понял, возле двери. Так, ну а
один кронштейн мотора спилили. Это старые кронштейны двигателя ЗИЛ-131. Они нам мешают, поэтому мы их скидываем. Все, чуть не люблю я вот этот инструмент, прям вообще не люблю. Не нравится. Штатное крепление двигателя ЗИЛ мы сняли для того, чтобы нам сделать выхлопную систему, поскольку здесь проходит как раз в этом месте глушитель, и нужно было удалить их. Сейчас отпилим кусок глушителя, попробуем его сюда примерить, посмотреть, что у нас здесь в целом получается и становится ли глушак из-за вот этого вот куска рамы. Ну, если что, можно и раму выпилить чуть-чуть. Ну, так смотришь, вроде бы, может быть, даже и станет. Какие-то у меня есть нотки надежды. Вот он. Какие-то нотки надежды есть. Да, я вижу, как ты танцуешь. Ты понимаешь, вот миллиметра не хватает, еще может стать. Вот. Все по красоте. Как с этим бороться? Ну, с этой стороны у нас все получается. Глушитель становится без проблем. Единственное, пришлось нам чуть-чуть приподнять коробку, чтобы его туда завести. А так все вообще четко. Это хороший как бы знак, потому что не придется нам здесь пилить очень много всего этого и долго. Так что продвигаемся потихоньку. Эту сторону сейчас выставлю, а потом займемся подпилом той стороны. Вот это самый такой этап сложный, который занимает очень много времени. Постоянно нужно подгонять. Не получилось. Прикрутил, открутил. Постоянно что-то. Спустя 25 примерок у нас есть примерное положение глушителя, и мы сейчас хотим прихватиться. То есть у нас идет вот здесь такой угол. Да, придется подзаваривать здесь много, но по-другому никак. К сожалению, у нас нету здесь фирмы, которая занимается выхлопом. Единственная фирма, которая взялась сварить этот выхлоп, это компания Custom Truck. Так что сейчас сделаем. Ну, вот так буду прихватывать. К сожалению, мне нужна помощь Димы, нашего оператора на заднем плане. Конец съемки. Глушитель я весь сварил, он уже готов к установке. Ну а прежде чем его устанавливать, решили мы все-таки с Димой попытаться высверлить вот у нас отстрелыши здесь. Либо обломанные болты, либо они сами отстрелили, не знаю. У кого Таха, делитесь, бывает ли такое, что они отстреливают. Потому что часто я знаю, что на американских машинах вот такой звук, знаете, как будто коллектор сечет. Ну и вот здесь вот два. Тут коллектор уже Дима открутил, он просто крепится на двух болтиках. Вот, здесь мы попозже чуть-чуть раскрутим, наверное, или сейчас, наверное, сейчас нужно откручивать. Ну, одним словом, сейчас будем пытаться высверливать. Вот здесь два заломыша у нас есть. Ответственнейший момент. Сняли коллектор и пытаемся высверливать. Тут самое главное, это, во-первых, накернить красиво, а во-вторых, не просверлить головку алюминиевую. Работенка такая себе, если честно, ответственнейшая, капец. Как-то с той стороны, вот мы уже одну дырочку просверлили, с той стороны шло лучше гораздо. А тут что-то упирается уже. Все типа? Провалилось. Так, забиваю шестигранник. Экстракторы мне не очень нравятся. Дело в том, что вот экстрактор, когда начинаешь зажимать,
он раздавливает резьбу, и поэтому я сомневаюсь. Вот мне больше нравится такой вот, в молодости мы всегда именно шестигранниками выкручивали. Опа! Пошел. Идеально по центру высверлено. Ты видел такое? 20 лет на заводе. Вот так тебе, блин. Так, обязательно всегда вот перед такой ответственной работой по откручиванию нужно простучать. Легко пошел. Легко. Легко. Идет, но упирается во что-то. Но уже вращается там внутри. Может быть, его чуть-чуть подробить еще, а, Дим? Либо макитой. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Шуруповертом. Давай, родной. Ай-яй-яй, еще, наверное, победа, Дим. Поскольку новых прокладочек у нас нету, решили пока что оставим старые. Если вдруг все болтики, которые мы устанавливаем, смазываем, естественно. И потом, если вдруг у нас понадобится, если у нас возникнет необходимость, ну, то есть будет здесь пропускать что-то еще, мы просто возьмем, открутим и поменяем без проблем, потому что все свежее, все откручено. И тем более здесь доступ будет. Поэтому, я думаю, сильно переживать по этому поводу не стоит. Вот, я думаю, все будет четко. Закрепили уже коллектор. Сейчас заодно посмотрим, вообще становится ли он в нашей этой компоновке. Мама. Становится. Я уже испугался, если честно. Так, ну зажимаем его. Ну, вот так, друзья, потихоньку и проходит это восстановление. Мелочевка занимает очень много времени. То есть закинуть мотор. Дима, вот 2 болта, блин. Которые мы искали. Это капец просто. Ладно. Эх, как всегда. Потеряешь полчаса на поиске болтов, блин, а потом найдешь оригинал. Но мы поставили болты тоже хорошие, то есть проблем не будет. Я часто так ставлю камеру и начинаю разговаривать с вами, да? Но приходят иногда люди к соседям там и не могут понять, с кем я здесь разговариваю. Никого нету вокруг, а я разговариваю. Они думают, что это я сам с собой наваливаю. Но с хорошим человеком всегда приятно поговорить. Друзья, наконец-то свежесть придет, наверное. Что-то ломануло чуть-чуть и быстро исчезло, да, Дима? Мы так надеялись, что все-таки пойдет дождь, но нифига. Ну что ж, у нас 2 коллектора установлено, здесь тоже установили уже защиту. И фактически мы можем сейчас дальше доваривать глушак, чем я, собственно, сейчас и займусь. Друзья, не прошло и 5 минут, выглянуло солнце, и уже тепло у нас, и опять жарище. Ну, вы представляете, вот кардан даже не успел собрать. Вот такая у нас переменчивая погода. Ну, это хорошо, освежило все, теперь приятнее работать. Ну что ж, кардан производства гаража Custom Truck. На станке отбалансированный, все должно быть четко. Я думаю, должно бы быть без вибраций. Единственное, что смущает, это его длина. Так, пытаюсь примерять кардан, но у нас тут проблема, в общем. Ой, я не знаю. Он не становится. Это факт. Это факт. Это факт. Нам не хватает угла. Возможно, нам придется все-таки еще раз открутить мотор, приподнять его, одеть вал. И вместе с валом одеть кардан туда, потому что других вариантов нету. И в случае необходимости демонтажа нужно будет
демонтировать мотор с коробкой. Либо раздатку отодвигать назад, и тогда можно будет либо коробку снять, либо раздатку саму снять. В общем, не знаю. Надо будет приподнимать мотор. Ну вот, еще сделано одно достаточно большое дело. Сейчас надо глушаки только проверить. Дим, нормально тут у нас все? Ну, вроде нормально. Ну и кардан теперь установлен. И даже, вы знаете, я доволен, что есть вот зазор. Видите, у нас порядка сантима еще зазорчик. Ну, вообще супер, в общем. Ну, углы, конечно, критические, бляха. Мне, если честно, чуть-чуть не нравится. Но вариантов-то нет. У этого нормальный угол, а у этого вот у Зиловского такой. Хотя, в принципе, когда зажмется, будет лучше. Нормуль. Так, давай, Дим, сейчас пока ты тут, попробуем накинуть, чтобы я потом не мучился. Да, потому что один тут не накинешь. Вот такой он кастомный проект, видите? Нюансов много, много нюансов. Ничего не поделаешь. Ну что ж, финалку снимаю уже с машины. Забыл попрощаться с вами в видео. Огромное вам, друзья, спасибо, что были в этой серии с нами. Обязательно подписывайтесь, дальше будет только интереснее. Вам только хороших людей на жизненном пути. Всех благ и всего самого-самого наилучшего. Всем пока!